Быстрый прогресс Сяояня в культивации всегда шокировал его товарищей и друзей, особенно когда он вернется домой на уровне святого. Представьте, спустя 12 лет Сяоянь, уже ставший семизвездным святым Доушен, вновь вернулся в Академию Дянань. Когда-то, покидая Академию и отправляясь на центральные равнины в поисках способа снять пятно яда, он находился лишь на уровне императора Доухуана. Тогда ему было невозможно даже сравниться с пугающими старейшинами Тянь и Бай. Он уступал даже великому старейшине Су Тяню. Лишь перед учениками своего поколения он мог демонстрировать сокрушительное, непреодолимое превосходство. Но теперь все было иначе. За 12 лет Сяоянь полностью преобразился. Его возвращение в Академию Дянань сопровождалось поразительным фактом – он уже вступил в Царство Святого. Мало того, он был вовсе не новичком, а достигал пугающей 7-й звезды. На этом фоне невольно возникает вопрос, на каком уровне теперь находились преподаватели и ученики Академии? Прежде всего, старейшины Тянь и Бай. После того, как директор Ман Тяньчи передал управление Академией Су Тяню и остальным, именно эти двое стали главной опорой Дянань. Уже при первом появлении они находились на ужасающем уровне предка 9 звезд, и на тот момент это были сильнейшие эксперты, которых встречал Сяоянь. Долгие годы они застряли в культивации и не могли продвинуться дальше. Однако после ухода Сяояня их многолетний застой словно был разрушен. За последующие десятилетия они не только совершили прорыв, но и стабильно продвинулись до уровня 7-звездных почтенных воинов. Объединив силы и действуя в идеальном взаимодействии старых партнеров, они могли сражаться даже с обычным 8-звездным почтенным воином. Такая скорость роста была беспрецедентной для Академии. Следующим был великий старейшина Су Тянь. После того, как Сяоянь устранил скрытую опасность небесной пылающей башни Ци в связи с племенем падшего сердца, все его тревоги исчезли. Он полностью погрузился в культивацию, не отвлекаясь ни на что и устремившись к более высоким уровням. Когда он вновь встретил Сяояня, Су Тянь уже достиг уровня 3-звездного почтенного воина. Третьей была Сяо Юй. Будучи двоюродной сестрой Сяояня, она изначально не отличалась выдающимся талантом. Но после его ухода на центральные равнины, Сяо Юй стала инструктором в Академии Дянань. При поддержке ресурсов Академии ее сила стремительно возросла. К моменту возвращения Сяояня она поднялась с уровня мастера до предка, получив возможность свободно ходить по воздуху. Такой противоестественный темп развития был способен заставить даже старика Дзя Синтяня умереть от зависти. Четвертой была Худзя. Одна из самых известных гениальных учениц Академии, она всегда считала Сяояня целью, за которой необходимо гнаться. Как выдающейся ученице, ей предоставлялись значительные ресурсы. Хотя ее талант и не мог сравниться с такими монстрами, как Сяоянь или Лин Сюй, благодаря собственным усилиям и поддержке Академии, она в итоге достигла пика уровня предка. Прорыв в класс почтенного воина для нее был лишь вопросом времени. Пятым был Ухао. Близкий друг Сяояня, он всегда обладал выдающимся талантом культивации. После ухода Сяояня, Лин Сюя и остальных, Ухао стал одной из ключевых фигур, на которых делала ставку Академия, постепенно превратившись в ее опору. Он не только достиг уровня 1-звездного почтенного воина, но и вошел в число старейшин Академии. Даже на центральных равнинах 1-звездный почтенный воин, будь то в 4 великих павильонах или в долине Ледяной реки, считался бы грозным экспертом, а уж такой молодой, как Ухао, и подавно. Сколько так называемых гениев во всех центральных равнинах могли бы действительно стоять с ним на одном уровне? Последними были Лин Сюя, Лин Янь и Лю Цин. Они были ближайшими друзьями Сяояня в Академии Дянань, уступая ему в таланте лишь самую малость. Когда Сяоянь, Гусюнер и Цзиянь окончили Академию и ушли, все трое находились на уровне Доуван, короля. После этого они отправились на центральные равнины, чтобы прокладывать собственный путь. Лучших результатов добился Лин Сюя. Он не только основал собственную фракцию Яган в городе Цинтянь, но и достиг пика уровня почтенного воина. Лин Янь и Лю Цин немного отставали, но все же успешно вступили в царство почтенного воина. На самом деле, то, что Лин Сюя и остальные смогли достичь таких высот, уже делало их поистине несравненными талантами. У них не было ни мощной поддержки фракций, ни легендарных родословных 8 древних кланов. Вперед их вели лишь кипящая кровь и несгибаемое сердце. И именно в тот момент, когда Сяоянь вновь вступил на землю Академии Дянань, она оказалась в центре кризиса. Ее осаждали эксперты клана Хунь.
Хунь Тяньди начал масштабные поиски следов пещеры древнего императора Тоше. Следуя бесчисленным зацепкам, клан Хунь в итоге сосредоточил внимание на регионе Черного края. По приказу Хунь Тяньди были отправлены силы для зачистки всех крупных фракций региона. И, разумеется, Академия Дзянань оказалась среди целей. В то же время этот день должен был быть для Академии праздничным. С размахом проходила церемония приема новых учеников и перевода старших студентов во внутреннюю академию. На центральной площади в ряд стояли платформы различного размера, на которых шли ожесточенные поединки. Вся академия была наполнена особой, присущей молодости жизненной энергией. В центре арены возвышались две огромные статуи. Одна изображала пожилого человека, другая – молодого и красивого юношу, похожего на молодого Сяо Яня. На высокой платформе Сутянь окинул взглядом оживленную площадь. На его покрытом морщинами лице появилась легкая улыбка. Он посмотрел на две статуи, тихо покачал головой и подумал. Прошло уже несколько десятков лет с нашей последней встречи. Интересно, как сейчас поживает тот мальчишка Сяо Янь? С его талантом и способностями его достижения наверняка поразительны. Именно в этот момент за его спиной раздался голос. «Великий старейшина Сутянь». Там стояли трое – Сяо Юй, Худзя и Ухао. Они бросили взгляд на статую Сяо Яня. На лице Ухао появилась ностальгическая улыбка, словно его унесло в прошлое. В те дни, когда они вчетвером добывали огненную энергию. Но как раз в тот момент, когда Сутянь собирался начать речь, его брови резко сошлись, и он уставился вдаль. В воздухе послышался слабый, но резкий звук разрыва ветра. «Ухао!» – резко крикнул он. Ухао мгновенно отреагировал и отдал тихий приказ отряду охраны. С его слов вокруг площади начали быстро появляться фигуры, и их взгляды стали острыми и настороженными, устремленными в небо. Внезапная перемена ошеломила учеников, но под успокаивающим контролем наставников ситуация не вышла из-под контроля. Через мгновение в небе возникла группа черных силуэтов. Сутянь поднял голову и ровным глубоким голосом произнес: «Сегодня для Академии Дзянань праздничный день. Мы не принимаем гостей извне. Прошу простить нас». Лидер в черном халате тихо усмехнулся и медленно снял капюшон, обнажив иссохшее морщинистое лицо. «В течение часа эвакуируйте всех из Черного края». Выражение лица Сутяня помрачнело. «Друг, такая шутка неуместна». Старик ответил безразлично: «Если часа недостаточно, тогда нам остается лишь войти и перебить всех. Это всего лишь дети, но тут уж ничего не поделаешь». В тот же миг в глазах бесчисленных людей вспыхнула ярость. Кто-то рядом с черным старейшиной указал вниз на статую. «Старейшина Хунью, это статуя! Неужели это Сяо Янь, тот самый, что уничтожил Залдуш?» Лицо Хунью мгновенно потемнело. Он уставился на статую, а его голос стал ледяным. «Я собирался проявить немного сдержанности, но раз здесь стоит статуя этого ублюдка, тогда пусть это место утонет в крови. Приказ – уничтожить всех, не щадить ни кур, ни собак». С его словами в небе взметнулась ужасающая волна убийственного намерения. Сутянь и остальные резко изменились в лице. «Передайте сигнал, уведомьте клан Сяо». Столкнувшись с этими неизвестными врагами ужасающей силы, Сутянь ощутил давление, подобного которому не испытывал никогда. Худзя кивнула, подняла руку и запустила сигнальный огонь. Вскоре издалека донесся свист ветра. Десятки фигур стремительно приблизились, приземлившись с мрачными лицами. Сутянь быстро объяснил ситуацию, затем сложил кулаки и обратился к фигурам в черных одеждах в небе. «Позвольте спросить, чем Академия Дзянань вас оскорбила?» Хунью слабо улыбнулся. «Оскорбила? Не совсем. Вам просто не повезло оказаться в этом регионе». Эксперт секты Сяо яростно выкрикнул: «Дерзость! Если хотите тронуть Академию Дзянань, сначала спросите, согласна ли секта Сяо!» Уголки губ Хунью изогнулись в насмешке. Прежде чем слова стихли, двое мужчин в черных одеяниях рядом с ним исчезли, словно призраки, ворвавшись в строй секты Сяо. Защитники едва успели отреагировать. В одно мгновение цепи пронзили десятки экспертов, словно бумагу, нанизывая тела одно за другим. Площадь погрузилась в мертвую тишину. Эксперты уровня Доу Хуан, некогда вершина стремлений учеников, были полностью беспомощны перед этими двумя. И тут издалека вспыхнули две мощные ауры. В следующее мгновение в воздухе появились две пожилые фигуры. Старейшина Тянь, старейшина Бай. Увидев их, Сутянь наконец смог немного перевести дух.
Это были сильнейшие в Академии. Оба уже достигли уровня 7-звездного почтенного воина. Объединив силы, они могли противостоять даже 8-звездному. «Что происходит?» – сурово спросили они, едва появившись. Сутянь быстро рассказал все. Хунью лениво скользнул взглядом по старейшинам Тянь и Бай и повернулся к стоящему рядом. «Разберись с ними. Надоели. Один за другим вылезают». В ответ вперед вышла фигура. С каждым ее шагом наружу вырывалась аура, намного превосходящая силу старейшин Тянь и Бай. Два старика побледнели, их тела задрожали. За всю жизнь они ни разу не видели настоящего мнимого святого. Одного этого невидимого давления было достаточно, чтобы понять, они не соперники. Святой слегка щелкнул пальцем. Два жестоких порыва ветра, подобные молнии, мгновенно разорвали защиту их доуци. Оба старейшины выплюнули кровь на месте. Даже Тянь и Бай не выдержали ни одного удара. По площади пробежал леденящий холод. После этого мнимый святой клана Хунь холодно посмотрел на гигантскую статую в центре площади и хотел разрушить ее. Но спокойный голос внезапно прозвучал с вершины статуи. Все взгляды мгновенно устремились вверх. Там стояла молодая фигура. Он небрежно вытянул ладонь, и святой клана Хунь, который только что поставил всю Академию на грань отчаяния, даже не успел вскрикнуть. Его тело взорвалось, превратившись в кровавый туман. Площадь онемела. Мнимого святого стерли вот так просто? Хунью, словно встретив врага, в панике отпрянул назад. Его крик ужаса разорвал небо. «Сяоянь!» Сутянь и остальные пришли в себя. Отчаяние в их сердцах мгновенно смыло волной восторга. «Это он!» Лицо Хунью было бледным от ужаса. Он не колебался ни секунды. Даже без прямого боя было ясно, раз даже глава зала душ погиб от рук Сяояня, страх уже пустил корни в его костях. Ученики вновь были потрясены. У многих закипела кровь, глаза пылали, когда они смотрели на темную фигуру в небе. Вот как выглядит настоящий сильнейший. Ему не нужно ничего делать, достаточно просто появиться, и все склоняют головы. «Раз уж вы пришли, зачем так спешно уходить?» Сяоянь слегка улыбнулся, глядя на разбегающихся экспертов клана Хунь. «Я уже уничтожил ваш зал душ. Какой смысл оставлять эти остатки?» Он сжал ладонь. Ужасающая невидимая волна вырвалась наружу. Черные силуэты мгновенно превратились в груды плоти и крови. Будь то предок или почтенный воин, все были уничтожены в одно мгновение. Их души рассыпались вместе с телами. Сутянь и старейшины Тянь и Бай переглянулись. Их глаза были полны ужаса. Убивать почтенных воинов как кур – эта сила была поистине немыслимой. Лишь Хунью по счастливой случайности сумел сбежать. Он смотрел на уничтоженных подчиненных с ненавистью в глазах и взревел. «Сяоянь, когда армия клана Хунь прибудет, вы все умрете». Сяоянь просто сжал руку. Пространство над головой Хунью исказилось, и из него заструилось пламя. Большая рука розового пламени ударила по нему без колебаний. Ужасающая сила сокрушила его, отправив в полет до земли. Как только Хунью превратился в массу горящего угля, с горизонта приближалось еще несколько человек. Сутянь и эксперты изумились, когда заметили приближение новых людей. Святые? Сутянь, старик Бай и старик Тянь почувствовали, словно их голова готова разлететься на кусочки, когда прочувствовали ауры тех людей. Все они оказались легендарными святыми. Пока люди испытывали шок, с неба упал мертвый Хунью. Прибывшие с Сяоянем все святые, все до единого были святыми. Это были легендарные эксперты царства Доушен. Затем с неба раздался смех. «Ха-ха-ха, Сутянь, похоже, ты неплохо управлял Академией». Это был директор Академии Мань Тяньчи. Он окинул взглядом Академию и удовлетворенно кивнул. Она стала куда более величественной, чем в те времена, когда он ушел. Он поднял голову и сказал: «Сяоянь, младший брат, старым друзьям не нужно играть в прятки. Выходи». В небе Сяоянь вместе с Гусинер и остальными медленно спустился вниз. Он сложил кулаки перед Сутянем. «Великий старейшина, давно не виделись. Надеюсь, у вас все хорошо?» Глядя на это лицо, куда более зрелое, чем прежде, Сутянь не удержался от смеха. «Ах ты, мальчишка, пропал на столько лет без единого слова. Я уж думал, с тобой что-то случилось». Сяоянь только собирался ответить, как издалека прилетели еще несколько фигур и приземлились рядом с ним. Цайлинь и остальные. Более десятка человек, и каждый из них находился на уровне святого.
Одного этого состава было достаточно, чтобы сердца дрожали. Лишь спустя долгое время Сутянь с горькой улыбкой спросил: «Что вообще происходит?» Сяоянь обменялся взглядом с Мантяньчи. Его выражение стало тяжелым. Надвигается беда. Но это уже другая история для другого ролика. Вот так возвращение Сяояня в Академию Дзянань. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом событии. И большая благодарность спонсорам. Это видео вышло эксклюзивно для вас в первую очередь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.